Меня видно? Меня не видно? Меня видно! В игре Frogpunk помимо 5 стандартных персонажей есть еще 8, которых можно разблокировать. И самый популярный по разблокировке и одна из самых сильных персонажей это Зефира. Это безусловно сильный лансер с невидимостью, но стоит ли разблокировать ее самой первой со старта игры? В этом ролике мы разберем все сильные и слабые стороны Зефиры, а также я расскажу вам о фишках, которые позволят вам стать намного сильнее, играя за Зефиру. Это тот самый персонаж, от которого вы умрете и даже не увидите его. Вы на канале Малурчик, не забудь подписаться и поставить лайк, а мы начинаем. Первая способность — Полуночный Странник. Это абсолютная невидимость, в которой вам нельзя переключаться на оружие дальнего боя, иначе действие невидимости завершится. Зато во время ее действия вы можете спокойно бить ножом, и она никак не прервется. Во время действия невидимости вы можете применять другие свои способности, и они не будут прерывать действие невидимости. О них чуть позже. Длительность самой невидимости 6 секунд. Невидимость прервется, если получить какой-либо урон. Интересный факт, во время действия невидимости вам выдается особый нож Зефиры. Характеристики этого ножа идентичны характеристикам дефолтного ножа. И не важно, что в данный момент, например, у вас снаряжен топор, а не нож. Или что еще хуже, вы выкинули нож и теперь у вас только кулаки. Раз это обычный нож, значит вам нужно 3 удара в лицо с ЛКМа, то есть легких ударов по 50 урона. Или 2 тяжелых удара, нанесенных спереди, у них дальность чуть меньше, зато урон 75. В бою противники редко дают вам сделать целых 3 удара. Поэтому намного эффективнее стараться бить в спину, ведь в таком случае нам нужен всего лишь один сильный удар. Слабая атака наносит 100 урона, соответственно нужно 2 удара. Вторая способность — Исчезновение. Зефира создает достаточно немаленькую область, в которой при использовании Полуночного Странника эффект невидимости становится бесконечным. Конечно, заряд полоски невидимости снова начнет тратиться, когда мы выйдем за пределы этой зоны. Длительность действия этой зоны 15 секунд. Кроме того, невидимость в этой области не прекращает действовать, если нас бьют, то есть мы теперь буквально как хищник с автообновляющейся маскировкой. Перейдем к третьей способности, она называется Возвращение назад. При использовании вы втыкаете кинжал в землю в качестве метки. Этот кинжал враги могут видеть и даже разрушать. А также, когда вы используете эту способность, враги могут услышать ее. Но скорее всего в пылу боя они не заметят этот звук. При повторном использовании способности вы телепортируетесь из любого места к этой метке. После телепортации вы почти сразу же готовы стрелять. Не забываем, что эту способность можно использовать также во время невидимости, что открывает просто невероятные просторы для фантазии. Теперь перейдем к самому главному. Нюансы игры за Зефиру. Во-первых, любой ваш скилл, как и вход в невидимость, могут услышать. Во-вторых, когда мы достаточно близко, у противника появляется вот такой вот значок. Плюс он может понять, где мы находимся по нашим шагам. В этот момент противник выстрелил в наше предполагаемое место, но Зефира в этот момент уже была за стеной. Кстати, звук выхода из невидимости очень громкий. Возможно, вы скажете, что звук своих шагов можно заглушить с помощью ходьбы на альте. Я тоже так подумал, поэтому решил проверить. Ты альтуешь, то оно как бы не слышно. Но видно, да, в принципе? Вообще слышно? Шаги? Шаги оказалось совсем немного, но слышно. Дальше идут приколы с переключением оружия. Все дело в анимации подготовки оружия, которую мы обычно видим при переключении с ножа на основное или дополнительное оружие. А нам и мешает нанести удар до того, как нас заметят. Обычно мы не можем стрелять сразу после инвиза, но в игре есть 4 оружия, которые позволяют это делать. Этот пистолет просто не имеет этой анимации, и он может стрелять мгновенно после того, как мы выходим из инвиза. То есть мы можем сделать вот так. Есть имбо-комбинация с помощью вот этого пистолета. А если ты хочешь узнать все секретные промокоды из Frogpunk, смотри вот это видео.